Всем привет, с вами канал Радов Одесса. Здесь мы ремонтируем, чиним все своими руками. Подписывайтесь, не забывайте. Спасибо, кто уже подписался. В этом видео хочу рассказать, как устранить вот такое вот грибковое пятно. Текла у меня крыша до этого. Вот, причину устранили, но пятно осталось. То есть перед тем, как это делать, конечно же, устраните причину. Либо утеплите стену, либо крыша, не знаю, что, смотря что. То есть есть сейчас, конечно, антигрибковые всякие смеси, которые продаются в магазинах, но я покажу, как такое пятно устранить дедовским способом, старым этому способу у меня чумал. Маляр, мужик, который еще в советское время занимался ремонтами, когда таких всех смесей, всех этих историй не было. Вот. Боролись с такими пятнами простым способом. Сейчас покажу каким. Вот, то есть, если у вас потолок или стена, и если у вас поверхность нормальная, гладкая, только один угол, то после этого способа можете просто красить водоэмульсионной краской и все. Если, конечно, уже оно такое поеденное у меня здесь так, то шпаклюете. То есть зашпаклюете. Все, кто пробовал такое зашпаклевывать, знают, что если просто шпаклевка или даже прогрунтовать их и просто замазать такой шпаклевкой, то вот эта вся желтизна сквозь шпаклевку повылазит. После того, как я обработаю этим составом, который я сейчас покажу, такого не будет. Стенка будет белая и красивая. Вблизи вся эта красота выглядит вот так. Черная. Вот. Оно под обоями там закисало. В общем, что нам нужно для этого? Нужен растворитель. У меня сольвент, в принципе, любой пойдет. Ну, не знаю, только не жирный. Керосин, наверное, не подойдет. А так, в принципе, обезжиренные любые растворители. Краска. И обычная вот такая вот вонючая алкидная эмаль, то есть масляная краска. Ну, естественно, кисточка валит и мисочка, в которой все мы это замешаем. Вот. Еще тряпочка. Значит, в первую очередь, если остались плесневые такие кусочки, нужно просто чистым растворителем намочить тряпочку и протереть это все. Мочим тряпку в растворителе. Вот. И протираем стену. Это для того, чтобы убрать вот эту, так сказать, всю черноту с поверхности. Грибочек, который там остается, его надо убрать. Такая процедура, конечно же, делается либо перед покраской, либо перед поклейкой обоев. Вот. Потому что эта история довольно сильно воняет. Вот. Растворителем. Ну, так слегка протерли. После того, как вы там все протерли, теперь нужно замешать саму смесь. Для этого берем эту масляную краску, вот, густой ее выливаем в какую-нибудь емкость, вот, и разводим растворителем где-то процентов на, короче, где-то 60% растворителя, процентов 40 краски. То есть, чтобы сама эта смесь получилась жиденькая. Потому что если вы будете мазать густой смесью, вот, то, особенно если будете красить, как бы, то пойдут потеки там, в общем, будут наслоения, будет видно. Вот, поэтому смесь нужна жиденькая. Но это верный способ. То есть я пробовал даже средства от грибка. Вот. Они не так помогают, как вот это. Вы когда такой вот историей промажете, то есть, во-первых, она пропитается вовнутрь и убьет сами бактерии грибка, растворитель этот. Вот. А во-вторых, даст пленку сверху. Вот.
через которую уже не будет проходить чернота на шпаклевку или на вашу краску. Так. Сделать это надо в зависимости от количества. Можно и в один раз сделать, можно и в 2 раза. Я буду делать 2 слоя, потом шпаклевать. Но я же говорю, все зависит от количества грибка. Делали эту смесь, и вот этой смесью прокатываете жир. Как можете видеть, уже оно посветлело. Я говорю, дело не в осветлении, а в том, чтобы создать защитную пленку, когда оно высохнет. Подожду 2 часа, оно подсохнет, и пройду еще раз. У кого небольшое засорение грибком, тот может сразу через лучше сутки подождать, масляная краска сохнет. Вот. И можно сразу красить. У меня здесь я буду шпаклевать, у меня здесь все. Вся детская буду ремонт делать. Видите, просто освежать потолок, вот, и клеить обои. Вот перед наклейкой обои буду делать вот эту историю. Все покажу в следующих видео, как буду красить, обои клеить. Вот, смотрите, подписывайтесь. Вот. А теперь подождем 2 часа и после чего пройдем еще раз. Как можете видеть, пятно уже чуть посветлело. Вот, 2 часа прошло, этого мало, конечно, лучше подождать сутки. Вот, и еще раз пройти, но мне завтра надо уже это зашпаклевать, поэтому сейчас я 2-й раз пройду, посмотрим, как получится. Вот что вышло. Все, теперь эту историю я оставляю на сутки, чтобы оно высохло. И потом зашпаклюю все это. Напоминаю, что мы не красим. Это не идеально, не белый, не толстый. Я 2 раза прошел, и получается, что вот пленка создана, грибок убит. В следующих видео я покажу, когда буду красить потолок, освежать, снимать видео, покажу этот угол, как он у меня получился. То есть, я же говорю, идеально закрасить не нужно. Если вы закрасите его, у вас потом шпаклевка ничего не ляжет. Вот и все. Вот такой вот дедовский способ. Это 100% метод. Я его использовал даже, мы делали как-то ремонт в квартире после пожара, чтобы можно было нормально стены пошпаклевать. Вот давали вот таким способом. Прибивали вот этот вот дым от осадки дыма, копоти всей этой, а потом уже что я сверху шпаклевать. Через такой слой ни грибок, ни сажа не проходит. Вот. Красить полностью не надо. Я говорю, в следующем видео покажу, как у меня получилось, я буду освежать потолок. Не забывайте подписываться на мой канал, будет много полезных интересных вещей. Всем спасибо за просмотр.